BMW E34 520. Сзади при переезде лежачего полицейского появился звук. То есть слышно, как сзади что-то скрипит. Звук похож на металлический, то есть металл об металл. Вот еще раз. Данный звук доносится в задней части автомобиля с правой стороны по ходу машины. То есть, грубо говоря, должно быть слышно на видео. Сейчас купил уже запчасти, которые нужны. Еду данную проблему, данный звук устранять. Именно при переезде неровности, вот, допустим, ямки, ложбинки. Вот, то есть этот звук появляется сразу же. Он реально бесит. Четко его даже слышно. Сейчас запчасти взял. Сейчас будем менять. Покажу, что это. И покажу, как это меняется. Так, народ, всем еще раз привет. Сейчас будем устранять скрип задней подвески. Для этого нам потребуется снять сиденье, сидушку. Вот эту сидушку снимаем. После чего, чтобы нам снять спинку заднюю, снимаем два подголовника. Правый, левый. Там есть планка с поворотными вставками. Вот их поворачиваем, вытаскиваем пластину, снимаем, поднимаем вверх сиденья, спинку и вытаскиваем. После чего снимаем два колеса. Правое колесо и левое колесо. Вот. И начинаем снимать амортизаторы. Дальнейшую разборку я вам покажу. Так, в общем, открутил колесо. Вот они болты. Головка на 17. Снял колесо. Теперь сейчас снимаем заднюю сидушку, подголовники и спинку. Поехали дальше. Так, сиденье я снял, подголовники я снял. Стояли вот такие вот пластиковые крепежки подголовников. Вот эти, скажем так, болты пластиковые, они стояли у меня в обратную сторону, то есть они у меня стояли вот так вот. То есть вот в таком положении вы ее не снимете. То есть она вроде пошла, а потом бах и встала. Вот, делаем следующим образом: отвертку, поворачиваем, и все, она снялась. Теперь снимаем спинку, убираем ее на крышу, ну или в любое удобное мне время, место точнее. Мне удобнее на крышу, как вот сиденье положил. Снимаем, и сейчас покажу, что там дальше. Так, еще один момент. Спинка крепится сверху и снизу. То есть снизу стоят либо гайки металлические, либо, как в моем случае, вот такие вот пистоны под головку на 10. Все, начинаем дальше снимать. Так, спинку, короче, я не стал снимать полностью, вытаскивать ее. Просто снял. Вот. С правой стороны стояла вот такая поролонка. Сверху одевается такой резиновый колпак на опору амортизатора. Вот. И вот он, виновник торжества. Снимаем вот эту поролонку. Снимаем вот этот чехол резиновый. И смотрим сюда. Вот эта стружка. То есть, видите, как расположен шток амортизаторный вместе с гайкой и шайбой по отношению к опоре амортизатора. С этой стороны вот как выглядит. А с этой стороны вот как. То есть более-менее ровный. Вот. Вот с этой стороны, соответственно, нужно будет поменять опору. Опора порвалась. И, соответственно, шток трет об саму опору. Появляется такая стружка резиновая. Вот. Сейчас мы это все открутим, все это поменяем, все это сделаем. Погнали дальше. Так, ну и для более точной убедительности
Берем ключ на 16, одеваем на гайку со штоком и вот таким образом, видите, то есть он вращается, по идее он не должен вращаться. Вот этот скрип и неприятный звук. Гайка на 16, ключ на 16. Сейчас все это сорвем, открутим и будем снимать. Так, для того, чтобы открутить гайку, она прикручена очень сильно, вот, чтобы шток не вращался вместе с гайкой. Одеваем на сам шток ключик на 6, вот так, а ключом 16 накидным срываем гайку, и у вас гайка пойдет нормально. Так, с помощью головки на 22, так, вот 22 головка, трещотка и вороток. Срываем вот этот болт, который крепит амортизатор к задней цапфе. Откручиваем его и все. И потом аккуратненько, либо через чурочку, может, через досточку можно будет амортизатора. То есть только вот в это место желательно бить, чтобы не вот это, потому что это место может погнуться. Здесь шток с сальниками, с маслом, с газом. Вот. У кого-то может быть газ замасленный, у кого-то просто масляный. Чтобы его не погнуть, ничего, этот корпус, вот в это место через чурочку или через молоточек аккуратно сбиваем амортизатор. Значит, открутил я вот эти гайки на 13. Гайки лучше всего откручивать, любую гайку, любой болт лучше всего откручивать шестигранными, не многогранными головками, а шестигранными, потому что когда откручиваются многогранными, бывает так вот, грани на гайках слизываются. Вот, открутил, снял, вот, стойки нету. Честно сказать, я уже тут немножко подразобрал, вот, стянул ее стяжками. Теперь, значит, самый виновник торжества, вот она опора, вот она порванная вся. Соответственно, когда она одевается вот так у нас на амортизатор, вот, следовательно, оделась, и когда она начинает, вот она вот скрипела, то есть она скрип издает. Скрип она издает по одной простой причине. Здесь даже видно, что уже металлическая втулка, которая внутри запрессованная, она терла металл. Вот что происходит, когда натирает. То есть терла, порвалась. Порвана она была, конечно, у меня давно. Она дорванная. А вот чтобы порваться, так вот она вот недавно совсем. Вот, вот он весь виновник торжества. Так. Куплены две новые опоры. Вон они, сейчас я достану их. Сейчас открою дверь. Так. Вот она опора. Новая опора. Я не знаю, скорее всего китайская или тайваньская, не знаю. Соответственно, вот она опора. Также металлическая втулка стоит. Так. Название Акусан. Китайская, скорее всего, стопудово китайская. Вот ее парт номер. Также есть на упаковке парт номер. Вот он, парт номер. Одна штука. Вот. Соответственно, вот она старая, порванная, вот новая. Сейчас поставим новую, и все пропадет. Выбивал, значит, вот она втулка. Она вставляется вот здесь вот. Выточка есть на амортизаторе. На амортизаторе, а на самой цапфе. Вот она, вот это место посадочное, куда упирается. И с этой стороны уже закручивается болт. Вот так все это выглядит. Соответственно, вот он болт. Выкрутился он очень хорошо, потому что до этого я менял амортизаторы. Когда я его сбивал, амортизатор, вот сюда вот поставил дощечку. И через дощечку, через кувалду я выбил. И все нормально стало у меня. Сейчас поменяю, сейчас поставлю новую опору.
и буду собирать. Погнали дальше. Так, друзья, и не забываем про такую вещь. Вот она, новая опора. Вот она, старая опора. В нее вставляется вот такая проставка. Но это не проставка, это как прокладка, скажем так, на опору. То есть без нее, если вы поставите, у вас просто-напросто вот в этом месте будет тереть. И будет тот же самый скрип, хруст. И в итоге протрет, пробьет. И в итоге опора сломается, вырвет ее. Поэтому обязательно не забывайте поставить ее. То есть здесь снизу вот есть направляющая. И сверху то же самое. Так, вот так-то она одевается. Здесь вот он выступ. Вот он выступ. Вот этим выступом в этот выступ упираем пружину. И ставим опору, и все нормально будет у вас. Погнали дальше. Так, вот стянул пружину. Одел опору. Вот он шток. Не знаю, видно, не видно. Вот он шток торчит. Одеваем сверху шайбу вот такую вот родную. И сверху гайку. Наживуливаем ее. Наживели, все. Немножко подтянем ее. Вот, чтобы она не открутилась. Не открутится она по одной простой причине. Внутри, вот в этом пазу, в выступе, вот в этом, где гайка идет, вот они грани гайки. Вот этот выступ, вот он сверху идет. Внутри в нем стоит пластиковое, как бы, кольцо, завальцованное металлом. Вот это кольцо и служит стопором, грубо говоря. То есть оно не открутится потом у вас, эта гайка. Вот сейчас немножко будем распускать опору, точнее амортизатор. Пружины, стяжки снимем, поставим два, потому что вот в этом отверстии надо будет центровать еще, чтобы шпильки, чтобы вот эти вот шпильки попали в правильное отверстие. Ну и соответственно вот этот выступ, чтобы у нас совпал вот с этим отверстием, и все это поставилось нормально у нас. Поехали дальше. Так, в общем, сюда я попал шпильком, по шпилькам, но гайку я не затягивал. А здесь, короче, я не попал. Но так как я гайку там сверху не затянул, сейчас я с этой стороны вставлю отвертку, поверну амортизатор под нужным углом, вот, и вставлю вот эту втулку, вставлю в втулку, амортизаторную втулку вставлю в саму цапфу. Погнали. Вот с этой стороны сейчас вставлю отвертку, поверну как мне надо, и все нормально будет. Так, поставил я болт, все выставил, все затянул. Головкой на 22 через вороток. Там я все поставил. Сейчас ставим колесо, опускаем машину, затягиваем шток, затягиваем гайки и переходим на левую сторону. Погнали дальше. Так, все. Здесь я затянул. Вот, берем ключ. Все, у нас затянуто плотно. Эти три гайки тоже затянул. Колесо затянул. Переходим на левую сторону. С левой стороны теперь будем менять. Так, с левой стороны все то же самое делается. Снял стойку. Абсолютно все то же самое. Вот. Единственное, что опора может быть немного по-другому порвана и надорвана. Вот также новая опора на левую сторону. Они абсолютно одинаковые. Правая и левая сторона, разницы нет. Единственное, у них только может быть надрыв вот в этом месте другой. Так как это у нас левая сторона, надрыв будет другой. Объясняю почему. Это у нас была с правой стороны, это с левой стороны. Сейчас я откручу и объясню почему. Это у нас вторая сторона. Это у нас, точнее, и правая сторона. С правой стороны стояла. Вот я снял левую сторону. И здесь она надорвана, порвана, но она еще не ходит так, ну, как вот это, допустим. Вот, то есть здесь она, вот она, полностью выходит, втулка эта, и заходит обратно. Здесь пока такого нету, но она уже порванная. То есть вот уже начинает натирать ее, резину вырывает. Объясняю почему. Правая сторона страдает намного больше, чем левая сторона. Во-первых, на правую сторону в основном садятся люди. То есть, если вы, допустим, там таксуют, ну без разницы, короче. Обычно сели с правой стороны, сели, все, то есть
правая сторона более нагруженная. Вот. Второй момент. Расположение бензобака. Кто бы что ни говорил, расположение бензобака большая часть идет на правую сторону. Не на левую, а на правую сторону. С левой стороны у нас глушитель, но глушитель не такой тяжелый, как бак. То есть даже когда вы заправляете полный бак, соответственно, правая сторона чуть-чуть больше нагружается, нежели левая сторона. Запаска, в принципе, также она влияет на это. Ну, по-любому нагрузка идет больше всего на правую сторону, независимо от того, что как бы запаска вроде бы посередине находится. Вот. Но большая часть страдает правая, потому что из-за бака, из-за того, что чаще всего садятся именно на правую сторону. Левая сторона более-менее страдает. Поэтому кто бы что ни говорил, но это так оно и есть на самом деле. Так что вот она. Опять же проставка резиновая. И вот она опора. Сейчас все поставим, все соберем, все будет нормально. В общем, все собрал. С правой стороны колесо. Все поставил, все установил. Салон собранный полностью. Подголовники все стоят. Сиденье стоит, спинка стоит. Колесо все поставил. С левой стороны то же самое. Все собрал. Как мы видим, все нормально. Вот. Так что опоры я снял, поднял. Сами видели, в каком они состоянии. Вот она, как ее разбило, разломало все. Вот итог. Левая сторона, правая сторона. Это пакет от того, что я поменял новый, но от новой опоры. Ну и вот он, соответственно, шток. Не шток, а втулка металлическая, которая вставляется вот сюда. То есть она скрипела, натерла, разодрала там все. И все. Вот так. И вот так. В общем, всем, кому понравилось данное видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите свои комментарии. Вот. Если кому-то что-то непонятно было, пишите комментарии, отвечу. Также оставлю номер телефона в закрепленных видео. Кому понравилось видео, подписываемся на канал. Всем удачи, всем спасибо, всем пока. Ну, в общем, поменял опоры. Вот. Теперь любая неровность, любые кочки, любые ямки, звука этого нету. Вот я вот проезжаю, причем любая кочка, вот тут, допустим. То есть на видео, может быть, не будет так хорошо видно ямы и кочки, потому что солнце светит, отражает немного. В любом случае, вот сейчас до лежачих полицейских доеду, реально все круто. То есть все четко, абсолютно четко. Вот лежачий полицейский, вот он. Все, звука этого нету. Скрип пропал. Вот еще один лежачий полицейский, вот он. Раз, два. Все, скрипа нету. Все ништяк.